Привет, дорогие друзья! Тема сегодняшнего блога у нас скорее ориентирована на людей, которые только начинают интересоваться китайским чаем. И мы сегодня поговорим о разновидностях китайского чая, о разных сортах китайского чая. Как вы знаете, конечно, в Китае сотни сортов чая, и человек, который только начинает интересоваться, ориентироваться в них довольно сложно. Самая простая классификация – это, безусловно, по степени обработки, ферментации. Ферментация – это процесс такой окисления, брожения, грубо говоря, который происходит с чаем в процессе обработки на заводе. И именно по этим категориям обычно чай разделяется. Есть чай, соответственно, совсем слабой ферментации или вообще не ферментированный, есть чай сильно ферментированный. Начать, конечно же, стоит с зеленого чая. Зеленый чай – это самый известный, в общем-то, китайский чай. Он и популярный, самый популярный в Китае за его пределами. В общем-то, благодаря зеленому чаю во многом китайский чай вообще начал выходить во внешний мир. Но надо сказать, что, конечно, существует огромное количество других сортов. Зеленый чай производится практически во всех чаепроизводящих провинциях Китая. Прежде всего, конечно же, больше в южных провинциях, но и в северных. То есть, начиная от Юнани, Сычуани, Гуйчжоу, Гуанси, заканчивая севером, Чжэцзян, Хубэй. То есть везде он делается. У нас есть несколько фильмов про зеленый чай. Прежде всего могу посоветовать этот фильм про Ханчжоу, где делается знаменитый чай Сихулунзин. Это фильм про Тайпин Хоукуй. Также фильм про Люань Гуапьянь. Сортов зеленого чая очень много. В каждой провинции их может быть даже десятки. Все, пожалуй, конечно, не смогу перечислить, но самые известные, конечно же, вот эти три. Еще можно вспомнить про чай Белочунь. Еще можно вспомнить про чай Ешен, дикорастущий Сучань. И, конечно же, знать, что сортов зеленого чая много. Следующей группой можно сказать про белый чай, который немножко более ферментирован. Он, делается в основном на юге провинции Юннань, и не только на юге, вообще в Юннане, и в Фудзяне. В Фудзяне даже больше, потому что Фудзянь более популярное и известное место, и как родина белого чая считается город Фудин и его окрестности. Кстати, это видео у нас про Фудин. Также белый чай делается и в других регионах Фудзяне, например, в Джэньхэ, кстати, тоже фильм про Джэньхэ, и в некоторых других местах. Белый чай делается довольно просто, то есть технология, практически листья собрали, 3 дня подержали в тени, так очень грубо, и, в общем-то, чай готов. Самый известный белый чай, можно, конечно, сказать, Баймудань, белый пион, также известен Байхао-Инджэнь, это более высокосортный чай, и есть еще просто байча, например, так просто называют в Юннане, и в Фудзяне тоже называют. А еще есть такой чай Шоумэй, это, так считается, нижний лист, такой же самый низкосортный. Белый чай, как интересно, его тоже, опять-таки, выдерживают по аналогии с пуэрами. Далее стоит, конечно же, сказать о желтом чае. Желтый чай – это один из самых редких разновидностей китайского чая. Распространено не так много сортов. Самый известный, пожалуй, это Дзюншань Инджэнь. Кстати, видео о Дзюншань Инджэнь, куда мы путешествовали. Также стоит вспомнить и Мэндин Хуанья. Это, сорт из провинции Сычуань, который растет на горе Мэндин и на ее склонах. Также, кстати, на горе Мэндина находится первый чайный сад. Это наше небольшое видео о Мэндине. И такой еще сорт, который мне лично самому очень нравится, из региона Хошань. Хошань Хуанья называется он. Это видео про Хошань. Он довольно-таки мало распространен. Далее поговорим про улуны. Улуны, пожалуй, самая широкая и разнообразная группа китайских сортов чая, то есть их существует как минимум 4 подвида, которые разделяются по географии. Стоит начать, конечно же, с уишанских улунов, которые, в общем-то, от них и пошла вся история полуферментированного чая, который ферментирован наполовину в разной степени. То есть, например, улуны слабой ферментации, такие более светлые, есть, более сильно ферментированные, то есть, где обработка уже достигла почти до красного чая. То есть, уишанские улуны традиционно считаются
более сильно ферментированными, но в современное время делают и слабые цинсян, так называемые улуны, которые как бы такие более зеленые, близки уже даже к зеленому чем-то чаю, то есть такие вот более, скажем, фруктовые, зеленушный такой привкус у них, да, то есть они как бы, у них более зеленый вкус, соответственно, более терпкий. Вот, а более сильно ферментированные сейчас делают не так много. Среди уйшанских улунов самый известный сорт Дахунпао. Но, как мы сейчас, конечно, уже знаем, Дахунпао – это, в общем-то, собирательное название всех уйшанских улунов. Вы можете посмотреть вот это вот видео про Дахунпао, вот это вот видео про производство уйшанских улунов, ну и вообще фильм про Уйшань. Кроме Дахунпао, конечно, существует огромное количество других сортов, такие как Фойшоу, Бэйдоу, Жоугуй, Шуйсень, то есть очень много, их больше 800 наименований. Но самые, конечно, распространенные – это Жоугуй и Шуйсень, то есть они примерно до 80% посадок. А на юге провинции Фудзянь производится чай Тигуанинь и, в общем-то, его сателлиты, так и называемые. Вот этот наш фильм про Тигуанинь. Уже куда менее известная, но тем не менее очень заслуживающая внимания группа – это Чаочжоучха или гуандунские улуны. Это, значит, находится на севере провинции Гуандун. Название Чаочжоуча они получили от города Чаочжоу, который находится в округе Чаоань, и там как раз неподалеку находится пик Удун, вокруг которого сосредоточены основные посадки улуна Фэнхуандансун. Это как бы тоже собирательное название гуандунских улунов, которых на самом деле огромное количество, наиболее ценятся высокогорные, вот, но также делаются и равнинные, то есть есть самые разные категории. Но в принципе это касается и не только Чаочжоуча, но и всех, в общем-то, китайских чаев, то есть считается самые низинные подешевле, тайдича так называемые, чем выше, тем как бы выше стандарты качества листа, выше стандарты самого чая. Про Чаочжоу мы также сняли фильм, вот этот вот и еще другой, вот этот вот фильм, рекомендую его вам посмотреть. Ну и последняя группа улунов – это тайваньские улуны. Это довольно широкая группа, потому что их очень большое разнообразие. То есть есть абсолютно не похожие между собой, например, такие как Дунфан Мэйжэнь или Вэйшань Баоджун, которые делаются на севере Тайваня. Но наиболее известны, конечно же, высокогорные, то есть улуны из Лишань, из Алишань, из Шаньлиси. Я вот советую вам посмотреть много фильмов, которые мы снимали на Тайване. Это фильм про Шаньлиси, вот фильм про Алишань, вот, ну и также другие. Потому что по Тайваню мы путешествуем довольно много. На Тайване, кстати, делаются не только улуны, но также и зеленые, и красные чаи, но они менее популярны, потому что в основном экспортируются в улун именно за счет своих необычных качеств. И более того, так как на Тайване не было, скажем, такой проблемы, как культурная революция, которая была в Китае, то, в общем-то, с Тайваня во многом сейчас даже некоторые знания переходят и на материковый Китай обратно, хотя изначально они туда пришли с материка. Пожалуй, самый известный в Европе и в России чай – это черный чай, а в Китае его называют хунчха или красный чай. Он делается так же, как, в общем-то, и зеленый, практически во всех чайпроизводящих провинциях Китая. От юга, то есть Юннань, значит, Гуйчжоу, Гуанси, Сычуань, и до севера, то есть, значит, Хубэй, Чжэцзян и так далее. То есть, в общем-то, практически везде. Наиболее известные сорта, можно сказать, это юннаньский Диньхун, вот, или Васильские пики из Юннани переводится он. Потом, значит, и синьский красный чай, и синхунчха. Потом, значит, много чаев делается в Фудзяне. Самый знаменитый и дорогой красный чай – это Цзиньцзюньмэй, который делается в регионе Тунму. Кстати, вот наше видео про Тунму-Гуань. Также известный чай Джиншань Сяоджун, тоже уйшаньский. Мне тоже, кстати, фильм вот про Джиншань Сяоджун, точнее, небольшая заметка, потому что в Европе и Европа попал с юга Китая, и поэтому называется лапсан сушонг. Но по сути, это одно и то же, один и тот же чай. Один из самых древних, и в то же время таких, скажем, самобытных чаев – это хэйча, или, правильно сказать, темный чай, потому что, например, на английский переводится как не как black tea, а как dark tea, вот. Хотя в то же время хэй по-китайски, в общем-то, как черный. Хэйча делается прежде всего в провинции Хунань, в основном. Также он еще делается немного в Люань, немного в Гуанси и немного в Сычуань. Но самая массовая, в общем-то, провинция по производству хэйча
чая это Хунань. Кстати, вот это большой фильм про наше путешествие в Хунань, и мы были на нескольких производствах, на плантациях, в общем-то, очень даже интересный чай. Он характерен, прежде всего, своим необычным способом производства и самым необычным периодом сбора, то есть собирают его в июне. Вот такие вот большие листья. То есть он довольно грубый, обычно экспортировался, в общем-то, на север, то есть в Монголию, значит, к уйгурам, то есть на северо-запад современного Китая. Вот. Ну и как бы кочевые племенные народы, Тибет, и они его очень любят за счет того, что он довольно-таки энергичный, дешевый, и изначально всегда прессовался в большие бревна, потом уже позже в кирпичи, то есть для транспортировки. Очень по аналогии и с чаем пуэр, о котором мы сейчас поговорим. Ну и, пожалуй, самый необычный сорт китайского чая – это чай пуэр. Про пуэр, конечно же, я снял уже очень много блогов. Вот этот вот блог, потом, значит, блог про производство чая пуэр, небольшая заметка про наше путешествие в Дингу, ну и также видео про определение чая пуэр и про возраст и выдержку пуэра. Пуэр довольно-таки интересная вещь, прежде всего тем, что он способен выдерживаться. Конечно же, не только пуэр способен выдерживаться, но традиционно считается именно для хранения, для лао-ча. Подробно, кстати, вот о лао-ча вот в этом видео как раз подходит именно чай пуэр. Он делится грубо на 3 категории. Это, значит, шу-пуэр или готовый пуэр, наиболее известный, такой темный крепкий чай. Вот. Потом, значит, шэн-пуэр, это молодой, он похож на зеленый чай, то есть, в принципе, это и есть зеленый чай, просто так как пуэр делается с деревьев, то он такой более плотный, мощный. Бывает разный, соответственно, сорт куста, Мэнхай дае, мэнхайский сорт, или линцанский сорт мелколистовой, то есть они бывают разные. Вот. Ну и, конечно же, байхао пуэр, который, кстати, многие ошибочно называют, и что нету белого пуэра. На самом деле, вот это советую посмотреть видео про белый чай или белый пуэр, то есть вообще про белый прессованный чай. Вот, потому что байхао пуэр – это, в принципе, прессованные почки чайных деревьев или чайных кустов. Также еще известен сорт цзия или цзидзюань. Это пурпурный пуэр. Происходит он за счет того, что происходит некоторая мутация, значит, в процессе роста чайного растения, и они приобретают такой пурпурный оттенок. Сначала это было природное такое явление, а потом, значит, начали его вводить искусственно. Вот, пожалуй, и все. Вот. Я желаю вам приятных чаепитий, приятного просмотра всех видео, которые я упомянул в этом блоге, и до новых встреч!